Привет! В условиях карантина такой гаджет, который сегодня у нас на обзоре, это триммер или машинка для стрижки от суббренда Xiaomi. Кажется, самое то, потому что в условиях карантина пойти в парикмахерскую, сегодня даже опасно. Но приводить себя в порядок обязательно нужно. Поэтому как для мужчин, так и женщин подойдет вот эта простая, бюджетная, доступная моделька по цене в среднем $12-13. Кстати, нам она досталась вообще за 1 цент. Благодаря поддержке друзьям и участии в конкурсах на сайте AliExpress в мартовской распродаже. И мы смогли собрать нужное количество купонов. Применили этот купон на $12 и получили ее за 1 цент. Я не мог поверить, что нам ее отправил. Ссылка будет на то, где мы покупали на сайте AliExpress, в описании под видеороликом. И мы приступаем к обзору. Машинка имеет 2 цвета, но изначально, чтобы увидеть саму машинку, нужно, конечно же, вскрыть упаковку. Она состоит из 2 частей. Обычная транспортировочная, которая выглядит в виде картона, и внутри находится уже фирменная, более эстетичная, красивая, с хорошей полиграфией. Давайте посмотрим на эту версию. У нас цвет черный, black. С обратной стороны указаны некоторые характеристики с указанием параметров. Например, название. Сколько она заряжается. Зарядка идет 1,5 часа, мощность 5 Вт. Кажется, на первый взгляд мало, но дальше вы увидите из тестов и наших личных отзывов, действительно ли подходит она для обычной домашней стрижки. Время работы 1,5 часа. Здесь указаны ее преимущества. Что это означает? Что она не имеет острых углов и, будем говорить так, компания заботится о том, чтобы не поранить того, кого стригут. Бесшумный режим около 55 дБ по звуку, и дальше вы услышите его. Также быстрая зарядка, 1,5 часа, кажется, нормальная зарядка. Имеется USB вход, USB Type-C, современный, в бюджетной, кажется, машинке очень даже хорошо. И турбо режим, то есть здесь 2 режима: обычный с оборотом, по-моему, 4500 и 5800 турбо режим. И также имеется 2 индикатора о заряде. Внутри этой упаковки находится это. Скажу, что этот подход меня радует, потому что доставка из другого государства в наши страны порой по почте приводит, например, к вот таким вот вмятинам, но это еще, мягко говоря, я думаю, вы видели фотографии или сами получали посылки, которые просто превращаются в какую-то неузнаваемую внешне посылку, и вы думаете, что там? Я однажды даже получил посылку, смартфон полностью мокрый, я думал, что телефону просто будет все. Но нет. Так вот, внутри уже отлично все запаковано, с теми же параметрами, обтянуто все пленкой, и мы сейчас ее вскроем и заглянем внутрь. И будем приступать к обзору внешнего вида, а также будем тестировать. Проверим на моей голове. Вот специально не стригся, ждал, когда мы снимем на нее обзор. Итак, открываем и смотрим. Внутри вот сама машинка. Тут еще инструкция. Машинка для стрижки. Кабель для зарядки и все. Начну с инструкции, так как она на английском языке, и приятно меня удивило, что в всяких разных иллюстрациях даже показано, как ее можно самостоятельно разобрать. И даже указано, как внутри находится и извлечь все, где находится аккумулятор и ее параметры. Также, как ее можно обслуживать, все расположения разных индикаторов. Кстати, кабель зарядки идет, а вот самой зарядки здесь нет. То есть ее нужно заряжать от вашего блока питания или любого USB, которое чуть больше 1 ампера. Дальше вот в таком мешке запаянном, без единого отверстия, находятся аксессуары. Чтобы туда добраться, необходимо отрезать верх. Объясню, почему так. Внутри находится смазка. И, видимо, в целях безопасности, для того, чтобы можно было смазывать, думаю, что это силиконовая специальная смазка, чтобы в случае вдруг она пролилась, ничего не повредила и не вымазала. USB кабель достаточно длинный. Я сейчас даже скажу сколько. Длина кабеля 105 сантиметров. Также имеется щетка с грубой ворсой, чтобы можно было очищать лезвие
Сейчас мы рассмотрим саму машинку. Комплектация из упаковки за такую сумму, включая машинку, великолепная. Корпус полностью выполнен, конечно же, из пластика. В центре находится кнопка включения, и она же по долгому удержанию является кнопкой переключения двух режимов. Два индикатора. Снизу располагается USB-порт. Нижняя часть, она слегка утоплена, но с легкостью устанавливается и стоит на поверхности, и довольно устойчивая. Думаю, это для того, чтобы можно было с легкостью быстро взять, если где-то на рабочем столе у вас установлена, но вряд ли ее можно использовать в каких-то парикмахерских, я имею в виду для постоянного потока людей. Если речь идет о домашней экосистеме, то в доме, конечно же, должна быть такая недорогая, бюджетная и хорошая машинка. Также у нее есть сменные вот эти вот насадки, но не разного объема калибра, а они просто-напросто изменяются по принципу увеличения в миллиметрах. 3, 6, 9 до 21 миллиметра будет длина волос. Она также снимается, легко это происходит, и скажу, что быстро подровнять, что-то подрезать можно с помощью этого уже ножа. Здесь производится чистка, смазка, уборка лишних волос. Окунать под воду ее нельзя, она не имеет влагозащиты, но это нас не пугает. Эта насадка выполнена из пластика, между собой нету никаких вот скреплений, потому что вот можно вот так сделать, но видно, что пластик гибкий. Каждая фиксация довольно жесткая, сама по себе не переключается. Здесь нужно поднажать, и только потом идет переключение на 3 мм, и можно производить стрижку. Мои ощущения, держа в руках эту машинку, она очень легкая, ее вес составляет 125 грамм, и форма ее очень приятная, но пластик, кажется, слегка скользит. Даже если снять перчатку, вот когда рука слегка влажная, ну то есть как бы кожа наша естественная, ее, так сказать, отдача, да, тактильность вот это, то тогда удобно держать. Здесь есть захват, включили и начинаем работать. По поводу включили. Давайте же совершим это первое включение. Для этого нам необходимо физически надавить на кнопку пальцем. Все, она включилась. Есть щелчок, это выключает. В характеристиках было заявлено, что максимальная мощность в децибелах 55 децибел. У меня в смарт-часах есть специальное приложение, которое измеряет шум. Вот, нажимаем. Вот сейчас вы видите обычный разговор. Это 55-57 на расстоянии приблизительно 30-35 сантиметров. Полная тишина. Это у нас обычный режим. Теперь турбо. Нажимаем и удерживаем кнопку. Кажется, больше 54 не поднималась шкала уровня измерения шума в децибелах. Это значит, что машинка не громкая, ею легко управлять и регулировать длину стрижки. Режущая головка, или назовем его еще лезвием, хотя это не лезвие, то есть это просто нож, состоит из двух материалов. Вот эта часть, которая ближе к голове будет скользить, это металл, а белого цвета это нанокерамика. И почему так решили? Во-первых, с одной стороны, это, возможно, удешевило, но с другой стороны, когда идет трение, то нанокерамика с металлом тише, поэтому и достигается такой уровень шума. И крепость этого материала тоже не хуже, чем у металла. Заявляют, что даже в 1,6 раз твердость этого материала больше, чем у нержавеющей стали. Меньше идет нагревание и дольше срок службы.
Если вдруг выходит этот нож из строя со временем, то, учитывая стоимость этой машинки, проще тогда не нож покупать, а сразу заменить на новую. И гребень будет новый, и все аксессуары новые, и даже будут какие-то детали от этой машинки к той. Поэтому действительно очень хорошее и удачное решение. Сам пластик не имеет неприятного запаха. Он имеет обычный новый запах обычной новой вещи. При подключении кабеля для зарядки у нас плавно начинает пульсировать индикатор. Легкое пульсирование. Сейчас он заряжается до половины, потом, когда полностью зарядится, будет светиться оба. Можно ли ее использовать во время зарядки? Да, можно. Сейчас она работает от сети, и если я сейчас вытяну, то чувствуется, как добавляется мощность. Переключим на турборежим, подключаю. То есть она работает еще мощнее, добавляются, я думаю, обороты. Поэтому можно добавить длинный кабель и использовать ее и одновременно заряжать. Если сейчас мы отключаем и опять включаем, то она работает на последнем выключенном режиме. Понижаем, выключаем, опять включаем. То есть она запоминает, на каком режиме ее отключили. Это огромный плюс. Ну и теперь пришло время протестировать. Работает она 1,5 часа вот на максимальных своих режимах. И я скажу, что за это время хватит предостаточно постричь, ну, даже 2 мужчин. Меня, например, и отца. Сейчас мы приступим к стрижке меня самого. Валюша это будет делать, а потом поделится своими впечатлениями от работы с этой малышкой. Итак, переходим на тестирование. Вы, наверное, теперь ждете отзыв. Поделюсь своим мнением. Я не специалист, я не училась на парикмахера. Ну, такой себе домашний парикмахер, который с удовольствием стрижет своего мужа. Мой личный парикмахер, друзья. Самый лучший. Спасибо. Эта машинка, хоть и легкая, но она очень удобно лежит в руке. Мне понравилось, что она не дребезжит. Мне очень понравилось, что она имеет такой небольшой шаг. 3, 6, 9, 3 единицы разница друг с другом, до 21. Непривычно, потому что я привыкла, что нож лежит прям за вот этой насадкой, потому что у нас машинка Domotex была, и она остается, но она поднадоела, потому что просто перестала качественно стричь. Этой машинкой я очень довольна, прям вот рекомендую для домашних стрижек, она очень удобная. Во время работы не было каких-то стежков там, я имею в виду, чтобы как-то тянуло. Не зажевывала. Да, с легкостью справлялась. И когда стоял минимальный режим по мощности, то где был большой прядь волос, вот там чувствовал я, что она поддавливалась немножко, но справлялась. Поэтому Валюша постоянно стригла на максимальной мощности. Потому что сережка уже достаточно немало подзарос. Но... И сколько у нас осталось заряда? По-прежнему светится 2 светодиода. Перед стрижкой мы полностью ее зарядили. Во время работы машинка не грелась. Реально удобно работать, когда нет под рукой шнура. Но на одну стрижку, так как я не быстро стригу, хватает вполне, как Сережка сказал, вот еще полный аккумулятор заряда. Не полный, но будем считать, что там 2 индикатора. По 50% каждый индикатор, допустим, да, вот, то еще 2 светятся, значит, до половины, до 50 мы не дошли. Этого заряда хватит, чтобы постричь еще папу, и еще осталось заряда для каких-то других целей. Но эта машинка не прощает ошибок. Если вы зазевались и резко дернули головой, можно заехать и, причем прилично выстричь. Я один момент такой уже допустила в стрижке на затылке Сережки. Но это не критично, говорят, волосы, не зубы, отрастут. Всем хорошего дня. Мы рады были постараться. Думаю, вы оцените труды лайком. Нам Валюша, будет очень приятно. тебе спасибо.
Вам тоже. Ну, вот так вот все получилось. Я Валю очень уговаривал: Валюша, пожалуйста, пожалуйста, покороче, пожалуйста. Ну как короче, ну как? Я говорю, Валя, Постоянно, на да. карантине, работаем дома удаленно, нормально, отлично. Так что Я не умею коротко стричь. спасибо. Всем пока.